Всем привет, друзья подписчики, а также гости канала. С вами Радиус. Всех с наступающим Новым годом. В этом видео соберем вот такую J-образную антенну на диапазон 2 метра. Частота 144-146 МГц. Давно хотел собрать такую антенну, и вот пришло ее время. Сразу накатите лайк, ведь все делается для вас. Усаживайтесь поудобнее, наливайте чаю. Поехали! Для изготовления антенны нам понадобится алюминиевая трубка диаметром 10 мм, квадратная профильная трубка 14 мм, кусок текстолита и разъем СО-239. И гайки с болтами. Длина трубки 2 метра, короткой трубки 60 сантиметров. И профильной трубки достаточно будет 20-30 сантиметров. Для начала размечаем квадратную профильную трубу. Отмечаем 8,5 сантиметров. И отрезаем ножовкой. Есть, получился у нас такой кусочек 8,5 сантиметров. Отмечаем с каждой стороны по 1,5 сантиметра. И сверлим круглые отверстия. Я буду сверлить иголочкой. Сверлим насквозь. Также просверливаем и с другой стороны. Получаем вот такую заготовочку. Далее эту заготовочку вставляем в тиски, зажимаем. С помощью вот такого надфиля делаем пропил прямо по центру. Почему именно надфилем, а не ножовкой по металлу? Так как нам нужно сделать пропил потолще. Поэтому с помощью надфиля пропиливаем. Итак, пропилили мы. Теперь нужно пропилить с другой стороны.
пропил сделан с двух сторон. Делаем аналогичную сторону, таким же образом пропиливаем. Получаем вот такой элемент. Теперь нам нужно рассверлить два отверстия вот в этих местах. И с другой стороны тоже. И мы получаем вот такой элемент. Нам потребуется сделать еще один такой элемент. За кадром изготовил еще такой один элемент. И поехали дальше. Далее берем одну из заготовок и размечаем. Отмечаем 4,5 сантиметра. Отрезаем. Далее берем этот кусочек элемента, зажимаем в тиски. Отмечаем 1,5 сантиметра. И отрезаем, и до конца не допиливаем. После чего переворачиваем его таким образом. Зажимаем. И режем вот таким образом. Получаем вот такой элемент. Делаем отверстие.
Далее вот таким образом зажимаем элемент тиски, немножечко подтачиваем края острые. Я еще немножко решил округлить их, вот эти краюшки. Отпилю ножовкой. И мы получаем вот такой элемент. Отлаживаем его в сторону. Берем оставшуюся часть элемента и немножко его укорачиваем. Есть. Далее нам нужно просверлить отверстие. Отверстие готово, получаем вот такой элемент. Следующий на очереди у нас идет текстолит. Размечаем 8,5 сантиметров. Отрезаем. Получаем вот такой кусочек 8,5 сантиметров. Теперь берем кусок текстолита. Предварительно я так одел эти элементы на трубке, чтобы отметить эти накси, для того, чтобы сделать отверстие. Вот ставим ровненько. И сверлом делаем отметины. Все, в этих местах нам нужно сделать отверстие. Отверстие готово. Далее на этом кусочке текстолита нам нужно сделать отверстие под разъем SO239.
Вот отметка. Далее круглое отверстие будем делать сверлом елочкой. Все отлично. Отмечаем еще отметки для 3 отверстий, чтобы закрепить разъем СО-239. Получаем вот такой элемент. На этом токарные работы завершены, и мы переходим к сборке антенны. Все элементы готовы, теперь собираем антенну. Получаем вот такой элемент. Теперь хорошо зауживаем. Нам еще понадобится вот такое ушко, и к нему припаян кусок медной проволоки, залуженный. Припаиваем к центральному выходу. Вот таким образом. Надеваем термоусадку. И зажигалочкой ее усаживаем. Лишнее обрезаем. Получается вот такое дело. Теперь выгинаем таким образом, чтобы плотно прилегало к этому элементу. И фиксируем.
Получаем вот такой элемент. Ну и собираем антенну строго по схеме. Установил элемент. Одеваем нижнюю часть. Ну что, вот я собрал антенну, все закрепил, настроил. Сейчас покажу по прибору, посмотрим диаграмму Смита и КСВ. Сейчас покажу, как у меня все получилось, мои размеры. Возможно, у вас будут они немножко отличаться при настройке, но у меня получилось именно так. Длина короткого вибратора получилась 55 сантиметров. Длина длинного вибратора получилась 151,4 сантиметра. Между элементами мы получаем 4,6 сантиметров. И для того, чтобы была идеальная КСВ от 144 до 146 МГц и КСВ единичка, получились вот такие размеры: 9,6 сантиметров. Прибабахал я антенну на штатив вот таким образом. Подключил я Nano VNA. Вот во всем двоечном диапазоне от 144 до 146 МГц КСВ единица. Вот что мы видим на диаграмме Смита. 50 Ом практически. Давайте увеличим немножко диаграмму. Выберем частоту стартовую 120 МГц. Конечную выберем 180 МГц. Вот что мы видим. Итак, дорогие друзья, данная антенна работает, она настроена. Очень просто ее собрать. Буквально за 2 часа может собрать ее каждый. Вот. И она более-менее эффективная на диапазоне 2 метра. Хорошо работает. Конечно, очень привередливая антенна к настройке. Но это все делается очень просто с помощью прибора Nano VNA. Антенну эту желательно настраивать по месту, потому как действия различных металлических предметов и могут уводить КСВ.